Приветствую всех! В этом видео я расскажу весь сюжет игры Serious Sam Cyber Mayhem. Приятного просмотра, и мы начинаем. Сюжет Serious Sam Cyber Mayhem разворачивается во вселенной Serious Sam 4, но является альтернативной временной веткой, которая происходит после главы 14 под названием «Доставка», в которой Сэм Стоун прибывает на нефтяную вышку компании «Буревестник». Завершив все дела, Сэм отправляется на лодке в Тунгуску, дабы не дать генералу Бренду, завладевшему Святым Граалем и предавшим человечество в Serious Sam 4, передать его своему правителю. Стоун приплывает к северному побережью России. На суше Сэм находит будку нефтекачки, где пытается связаться с Квин. На радио работает некий сигнал бедствия, но оно ломается и принять сообщение не удается. Думая, что делать дальше, Стоун замечает вышку нефтеперерабатывающего завода и сигнал СОС на ней, передаваемый кем-то с буревестника. Завод полностью заполнен пришельцами, сотрудники оказываются убиты, но с Сэмом связывается некий выживший, который и передавал сигнал бедствия. Он просит спасения и говорит, что находится на вышке связи. Добравшись до вышки, Сэм кричит о том, что помощь пришла, и выживший замечает его. Он рассказывает, что пришельцы перебили весь его отряд, и он оказался заперт на вышке. Также незнакомец говорит о том, что пытался связаться с партизанским отрядом, но они слишком далеко. Через секунду появляется драконийский выжигатель и убивает выжившего. Расправившись с противником, Стоун забирается на коммуникационную вышку, на которой был заперт местный работник, и слышит радиопередачу Игоря Ледова, главы местного партизанского отряда, с которым пытался связаться выживший. Игорь в курсе предательства Бренда и обращается ко всем вооруженным подразделениям землян с приказом стрелять в самолет с 3А на поражение. У Сэма получается связаться с отрядом, и он просит помощи в нахождении пути до Тунгуски, так как не знает дорогу. Ледов восхищается Сэмом и отвечает на призыв о помощи, предложив отправиться на юг, в деревню Калиновка, откуда Игорь и его отряд помогут добраться до Тунгуски. На Сэма нападает технополип и уничтожает вышку связи. Стоун прыгает в воду, благодаря чему выживает. Чуть дальше на заводе Буревестника Сэм находит меха с бензопилой и пробирается через орду врагов. Выбравшись с завода, Сэм находит снегоход и отправляется в путь. Некий зенитчик предупреждает по радиосвязи, что сейчас собьет самолет Бренда, но его кто-то опережает. Проезжая по Сибири, он убивает инопланетян, которые появляются у него на пути. Добравшись до одной из деревень, Сэм подбирается к церкви. Сзади него появляется противник, но его убивают одним выстрелом одноглазой Ольги, легендарной российской снайперши, считавшейся убитой при штурме портала в Тунгуске. Она говорит, что хотела отправиться к порталу после убийства Ктоподия Душителя, но актонийцы почему-то на нее сильно разозлились и подстрелили, после чего ей пришлось пустить слух о своей смерти. Ольга злится, что Стоун привел к ее укрытию инопланетных врагов, что следует за Сэмом и предлагает свою помощь в их устранении. После битвы Сэм заходит в церковь и радуется удачной перестрелке. Ольга говорит, что это еще ерунда, ведь сегодня она подстрелила самолет Бренда точным выстрелом в двигатель. Стоун удивляется и говорит, что из них получилась бы отличная команда, но Ольга отвечает, что в другой раз можно было бы повоевать вместе, а пока она залежет на дно, чтобы залечить раны. На прощание одноглазый снайпер дарит Сэму арбалет Перун с прицелом, имеющим большее увеличение. По пути Стоун слушает радиопередачу Ивана и Игоря, где последний хвастается разговором с Сэмом Стоуном. А Иван, в свою очередь, говорит, что слышит о таком впервые. Чуть позже Ледов связывается с Сэмом и говорит, что ему стоит уничтожать актонийские турельные башни. Пробираясь через орды врагов, Стоун наконец-то добирается до Калиновки. Там он встречает партизанский отряд, состоящий из старика Ивана, энергичной девушки Наташи, молчаливого Влада и самого лидера группы Ледова. Игорь рассказывает Сэму о плане. На окраине деревни есть железнодорожное депо, где стоит рабочий локомотив, на котором можно будет попасть в город Устинов недалеко от Тунгуски. Но поезд нужно подготовить, а там куча врагов. Стоун пробирается через Калиновку с новыми товарищами. Иван все говорит о том, что не доверяет Сэму, ведь не знает его, но Игорь убеждает Ивана, что Стоуна знают все. Добравшись до депо, Наташа с Владом находят локомотив и выгоняют его из ангара, пока Сэм и остальные разбираются с врагами. На пути появляются контейнеры, которые Стоун благополучно убирает. Дальше требовалось присоединить дополнительные вагоны со снаряжением, что команда проделывает удачно. Орда находит Сэма, и Ледов говорит, что даже ему не справиться с ними, но тот в свою очередь отвечает, что не привык бежать от драки. В этом бою он снова побеждает, чем всех удивляет. Наконец-то герои отправляются в путь.
Стоун решает отдохнуть. К нему подходит Иван, прячущий что-то в руке за спиной. Сэм хочет поговорить о проблемах между ними, если какие-то имеются, но Ваня достает бутылку водки и предлагает выпить. В пути герои слушают песни Ледова и наслаждаются поездкой, предаваясь воспоминаниям о погибшем батюшке Михаиле. Вскоре поезд прибывает на вокзал Устинова. Отряду требуется пройти через город и добраться до гидроэлектростанции, чтобы оттуда отправиться на лодках до Тунгуски. Герои с боями продвигаются через город, заполненный войсками Ментала. Подходя к мосту, его взрывают. Отряд находит обходной путь и добирается до закрытых ворот. Пытаясь включить электричество для того, чтобы пройти дальше, Сэм и команда попадают в ловушку. Отбившись от врагов, они отправляются дальше и доходят до одного из районов города недалеко от дамбы. Сэм замечает, как с корабля пришельцев вылетели актонийские истребители. Далее они натыкаются на перебитый отряд, в которых Игорь узнает людей Павлова, еще одного партизанского отряда. Стоун замечает что-то неладное, и в этот момент город начинают бомбить актонийские налетчики, подрывая рядом стоящее здание. Сэм и партизаны разбегаются от обломков, а когда пыль рассеивается, то на вершине разваленной многоэтажки внезапно появляется сам генерал Брент. Он хватает Ивана и пытается убедить Стоуна примкнуть к Менталу и перестать бороться, ведь Сэм выигрывает битвы, но победу в войне ему не одержать. Иван отвечает на слова Бренда в резком манере, отговаривая Сэма от предложения и расплачивается за это собственной жизнью. Недовольный Брент разрывает мужчину на куски. Сэм с отрядом злятся и кричат, открывают по предателю огонь, однако тот успевает сбежать. Стоун и отряд оказываются разделены обломками. Партизаны говорят, что им дойти до дамбы ближе, а Сэму придется делать крюк. Тот соглашается и отправляется вперед, расправляясь с очередными полчищами врагов. Добравшись до дамбы, Стоун находит Ледова, но тот предупреждает Сэма, что это ловушка, и в этот момент появляется Брент. Он ударяет Сэма и сбрасывает того с дамбы. Игорь отстреливается от врагов, но получает ранение. Остальной отряд уже мертв, и инопланетяне окружают Ледова. Он предупреждает, что у него взрывной характер и жертвует собой, чтобы не отдаться врагу живым и уйти на своих условиях. Сброшенный в воду Сэм выплывает на платформу и встречает Бренда. Завязывается бой, в ходе которого генерал втыкает в себя Грааль. Поглощая силу артефакта, он превращается в еще более устрашающее чудовище. Однако Сэм все равно побеждает. Одолев Бренда, Стоун рассуждает о том, почему генерал предал человечество, и говорит, что тот просто идиот. В этом и была причина. Наставив дуло прямо в лицо Бренда, Сэм убивает его без доли сожаления. После сбоку от героя внезапно появляется портал, откуда выходит бородатый мужчина, которым оказывается Сэм Стоун из будущего. Он говорит о том, что в этой временной линии все пошло не так, и он видел все варианты будущего. Из портала также появляется и одноглазая Ольга, которая говорит, что убила Наполеона, но ничего не изменилось. Сэм из будущего говорит, что просто хотел, чтобы кто-то его убил, и отправляет их на новое задание. 1352 год до нашей эры, где фараон Эхнатон обнаружил спрятанный под землей сирианский корабль. Втроем герои проходят через портал, который затем закрывается. Игра на этом заканчивается, и после титров нам показывают небольшую сцену. Сэм выходит из временного портала, кладет гитару Ледова к могильной плите и, немного постояв в тишине, вновь уходит. На этом видео подходит к концу. Надеюсь, оно достойно вашего лайка и подписки. Всем большое спасибо за просмотр, увидимся в следующих видео. Пока!